Привет! В этом видео я вам хочу рассказать, что случилось после опубликования одного видео, которое я пытался записать. Ну, точнее, я записал это видео, опубликовал, сделал уже субтитры, все было готово, а потом мне пришло сообщение. Вот это сообщение мне пришло. Да, YouTube удалил мое видео, но я не отчаиваюсь. Я залил это видео в мой другой канал, поставлю ссылку в описании, чтобы вы посмотрели, но там я поменял название видео, чтобы YouTube не догадался, о чем это видео. Друзья, только что получил сообщение, что вот это видео тоже удалили из YouTube, поэтому я поставил на свой Facebook. Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы смогли посмотреть. И, конечно же, это видео будет доступно в моем телеграм-канале, поэтому заходите туда, посмотрите. Там еще я делюсь некоторыми интересными новостями. Там интересно, можете подписаться. А сейчас продолжаем видео. Это видео я записываю на S-Log 3. Сейчас будем пробовать делать Color Grade, цветокоррекцию, и попытаемся использовать несколько лютов, которые я скачал, которые у меня Final Cut Pro, и я вам покажу, как быстро сделать цветокоррекцию для своих видео. Давайте начнем делать Color Grade, цветокоррекцию, если вы сняли на S-Log 3. Для этого проекта я буду использовать то видео, которое вы только что увидели. Вы же видели, как выглядит до и после. А сейчас я вам покажу, как это все я сделал. Итак, я уже открыл себе проект Final Cut Pro. Будем импортировать это видео. Вот видео вот тут. Давайте будем импортировать. Так, видео вот тут. Для того, чтобы сделать Color Grade, я вам рекомендую всегда использовать Adjustment Layer. Смотрите, вот вытаскиваем сюда Adjustment Layer, перетягиваем. И сейчас давайте попробуем вот так. Я скачал себе несколько лютов. Вот тут у меня эти люты находятся где-то. Вот здесь были они. Вот тут. Lute Preset. Давайте посмотрим вот так, как будет выглядеть вот через Lute Preset, который у меня есть. Motion FX сайт, так называется. Я ссылку оставлю на этот сайт. Там есть много всего интересного, что можно скачать бесплатно. Давайте посмотрим, как по этим лютам будет делать Color Grade. Вот. Ну, смотрите, нормально вроде, да? Для каждого момента или местоположения, наверное, сработает какой-то отдельный лют. Эти все люты, которые вы сейчас видите, я скачал на сайте Sony. Если вам интересно, как устанавливать эти люты Final Cut Pro, напишите в комментариях, я попробую записать отдельное видео и покажу вам, как это все устанавливается. Но я хотел попробовать вот этот лют, который входит Motion FX. Вот тут, вот этот. Вот смотрите, вот этот лют, который мне нравится. Но я тут чуть-чуть буду колдовать, наверное. Вот так выглядит без обработки на S-Log 3. А так будет выглядеть, если мы уже поставили этот лют, который мне нравится. Вот сейчас, вот сюда давайте я кину вот Color Grade. Предлагаем вашему вниманию нашу арт-студию, где вы можете найти авторские картины от художницы Екатерины Володиной. Если даже не нашли то, что вам понравилось, не огорчайтесь. По ссылке в описании вы найдете инстаграм художницы, где вы сможете заказать ту картину, которая лучше подойдет вам. В данный момент доставка доступна только по Европе. Если вы не знали, то вот когда вы заходите вот сюда, открывайте вот это. Все. Или all, если у вас на английском. И первое Tablero de Colores. Это будет по-русски доска цветов, наверное, так переводится. Перекидываем вот сюда на Adjustment Layer. И давайте поиграем чуть-чуть тут.
Давайте чуть-чуть света мне хочется дать. Вот, например, ну, если много цвета даем, то уже меняется. Вот что за лицо у меня тут получилось. Давайте чуть-чуть вот так сделаю. Ну, хотя бы вот такое лицо. Цвет чуть-чуть снижим вот тут. Saturation. Это на цвет. Ну, прикольно. Ну, чуть-чуть поднимаем вот это. Ладно, это оставим вот так. Нам надо сейчас открыть Ruedas de Color. Ruedas это второе. На английском, наверное, будет... не знаю, как будет на английском. В общем, смотрите, второе. Вот должно открыть вот это. И так начинаем вот тут играться со светом. И вот с этим. Тут дает вот это. Смотрите, вот так вот. Чуть-чуть можно это спустить. Это можно чуть-чуть тоже спустить. Лучше это поднять. Если поднимаем, тут очень не очень получается. Давайте это спустим вот так. А это вот чуть-чуть вот так откроем. А это дает тон. Ну, мне не надо, чтобы было очень сильно. А вот так вот. Вот так вот-то лучше. Вот так-то лучше. Давайте вот это еще чуть-чуть потрогаем. Но вы уже понимаете, да, принцип какой? Надо просто это поиграться с этими настройками и выбрать себе подходящий color grade. Точнее, color grade это который вам больше всего понравится. А потом заходим вот сюда. Я вам рекомендую вот это делать. Чуть-чуть вот так. А потом вот это вот чуть-чуть вот так. И делаем вот прозрачность вот столько. 0.33. Нет, это не прозрачность. Назад. Наверное, вот так. Вот тогда лучше 0.24. А после этого заходим еще сюда. Вот сюда нажимаем на видео значок. На первое. И вот сюда. Будем чуть-чуть это... Я, наверное, вот свет чуть-чуть снижу. Вот так. Вот пусть будет вот так. Угу, посмотрим, как оно выглядело вот так. Все выглядело вот так, а сейчас выглядит вот так. Сейчас у меня не будет нормально выглядеть, потому что надо рендерить. Вот. Но мне кажется, нормально все выглядит. Давайте посмотрим вот это. Нажимаем вот сюда. Угу. Ну да, нормально все тут. Надо, чтобы вот отсюда наверх не было и отсюда ниже не было. И вот так вот вроде нормально. Нет, нормально все. Нету такого, что где-то что-то не очень сильно сожглось или... Давайте поставим вот на большой экран. Мне нравится. Но это уже по вашему вкусу, как вы хотите, так и можете записать и делать. Но я вам показал базовые знания Color Grade. Но смотрите, если у вас нет этих лютов, давайте отключим этот лют. Если у вас нет этих лютов, надо как-то по-другому сделать ваш Color Grade. Давайте вот так сделаем. Вот сюда я кину другой Adjustment Layer. И будем пробовать вот это сделать как-то по-человечески. Итак, давайте вот это сюда, как я показывал. А после этого давайте выберем вот это второе. Ruedas de Color. Ruedas шины для цвета. Так переводится это все. Но тут уже надо вот так вот это. Вот это надо спускать чуть-чуть. Вот. Ну, вы уже понимаете, да?
это уже на любителя, как это все будет выглядеть, как вы хотите. Это вот так, это вот тут, чтобы насыщенный цвет был. Это вот так. Если хотите, чтобы цвет чуть-чуть поменялся, вот тут можно поиграть. Смотрите, там, где синий эффект был, вот так вот можно это все делать. Например, вот если я хочу, чтобы был вот такой синий эффект, холодный, точнее, вот так делаю. И вот и все. Вот тут давайте спустим чуть-чуть. И сейчас надо зайти вот сюда и добавить чуть-чуть свет. Чуть-чуть, ну чуточку. И вот сюда чуточку насыщенности цвета. Вот от этого мы получили вот это. Тоже ничего. Но, повторяюсь, лучше использовать готовые люты. Есть очень много в интернете. Я оставлю ссылку в описании на этот сайт, там, где вы можете посмотреть и скачать разные люты. Для цветокоррекции, для каких-то эффектов, для всего, что можно использовать в Final Cut, Adobe Premiere и DaVinci Resolve. Если не ошибаюсь, там есть еще некоторые пресеты для Adobe Audition, но не уверен. Я вам только что показал очень базовые знания в цветокоррекции, поэтому не судите строго. Если вы только начинаете, это точно вам поможет, чтобы вы сделали цветокоррекцию. Но я всегда рекомендую вам экспериментировать, все пробовать. После этого у вас будет свое мнение, как быстро редактировать цвет или звук, или разные вещи, которые вы занимаетесь. Если вам нравится звук этого видео, тогда я советую вам подписаться на мой канал, потому что скоро я запишу видео, там где я буду рассказывать, как я записываю звук и как я это обрабатываю. А потом синхронизирую с камерой, с видео, и получается вот такой звук. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что это видео кому-то было полезно, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите один комментарий. До скорой встречи!